Итак, 1, 2, yeah! Спасибо! Спасибо! Там софит надо приподнять? Там сход еще есть запас, Саша? Леша? Да, можно чуть-чуть. Не, мне не мешать, я сейчас его падалем закрою. Отлично, так, Я чувствую себя здесь практически как дома. Здесь все друзья и великолепные музыканты. И специалисты. Вот эти вот уроды, ну, я их люблю, наверное. Команда для меня, прежде всего, единый организм. Каждый участник понимает друг друга с полуслова и с полувзгляда. И все слаженно работают. Ну, вы знаете, вот именно последние 5 лет я уже не представляю жизни без этой команды. Чем больше, чем дольше мы будем вместе, тем будет все. Потому что за эти 5 лет очень многое произошло в жизни, причем самых позитивных и хороших моментов. Благодаря, кстати, и ребятам, и Наргиз, действительно. Если бы я не играл здесь, то многого не было у меня в жизни. 6, 7, 8. На самом деле это тяжело. Что для меня команда? Когда команда — это твоя семья фактически, 1, 2. и ты с людьми действительно проводишь очень много времени, и даже забываешь, как родные люди выглядят, и как выглядит мой собственный диван дома во время такой работы, то вот эти люди — это семья, и поэтому как к ним еще можно относиться? Как к семье, вот принять, какие они есть, понять и простить. Это моя семья и мои друзья. Ну что тут тихо, хорошо. Никак иначе. Да, я получаю удовольствие. Это, в принципе, именно то, ради чего я живу. Да, ты задержись. Да. Самое главное, чтобы это было оттуда, до мурашек. Я сейчас сижу, у меня мурашки. Я люблю, когда у меня мурашки на сцене. Это значит, есть кураж, есть драйв. Сколько я ее знаю? 5-й год. Но с учетом нашего быта совместного и ездотни в гастролях, и по всем этим аэропортам, вокзалам и так далее, то мы проводили больше времени, чем с семьей. Я один раз подсчитал, получилось 290 дней из 360 мы были где-то вот на маршруте. То есть мы гораздо чаще вместе находимся, чаще, чем каждый со своей семьей. Команда, для меня в данном случае вот нахождение в коллективе здесь это скорее самовыражение. Я имею вообще здесь творческую свободу в плане реализации светодизайнерских каких-то решений. Это что касается вообще профессиональной сферы деятельности. В плане личной деятельности мы достаточно близко общаемся, дружим, бывает, видимся и во внерабочее время. Такой коллектив на самом деле больше семейного типа, я бы так сказал. Потому что все люди очень разные. Мы можем шутить как угодно, говорить друг другу что угодно, и это позволяет нам не делать друг другу гадости. У нас все уходит в какую-то в такую в теорию, я так скажу. И поэтому мы достаточно психологически комфортно друг с другом сосуществуем. Так.
Коллектив у нас как бы каждый человек со своим характером. То есть там бывали там временами, да, там, когда нужно притереться чуть-чуть, там были какие-то стычки, но в целом вот последние там 1,5-2 года все супер стабильно, у нас все налажено, как бы конфликтов серьезных я лично не припоминаю таких, которые бы были, не знаю, такие серьезные, да, и все как бы притерто отлично, то есть мы работаем, нам всем нравится. Такая история. Когда увидел Наргиз, я так немножко, у меня челюсть немножко отвисла. Говорю правду как есть, вот, и немножко присел. А потом как-то адаптировался. Когда я увидел, я, вот знаешь, слово есть такое «охуел». По-другому никак не назовешь. Это же русский язык, мы по-русски говорим. Я просто охуел. Я вот встал, как вкопанный, я вот так стоял, смотрел, думаю, ничего себе. Вот. Заебись там, что, Макс там хуярил, наверное. Так мы можем идти сейчас на сцену уже? Там вот Пуха приехал. Я, наверное, вот это сниму с себя, да? Вот. Сама щиты было. Звезда идет, осторожно. Звезда. О! Это что было? Саня, здорово. Привет. Привет. Так, 7-8, это вместо 11-12 там. Первое впечатление, наверное, необычный голос. Вот это самое первое впечатление. Настолько тембр запоминается, настолько он как бы необычный, что вот первое впечатление... Сейчас я уже, конечно, привык, а вот первые впечатления были прям, такие как бы неожиданные. Я подумал, что за красавица и как круто поет. А лежать я могу. А там только аккуратно угол острый, блин. Может, все не думали, блядь, его спилить, может, как-то. Может, от него уебешься, блядь. Надо очень аккуратно. Что-то он прям острый. А как я буду лежать? Вот так вот. Так? Первым у артиста была Наргиз. Вот. Ой, у меня было столько эмоций, когда я ее увидела, когда мне ее дали. Я так хотела, чтобы она была моей, что просто в этот день все сошлось. Вот. Ну и по сей день я ее очень люблю. Она замечательный человек и замечательный друг. Ну а артист, конечно, как вы сами знаете. Мы еще никогда не снимали, когда я, блядь, парень еще. Никогда. Ну, я знаю Наргиз давно. Она совершенно разная. Пиздец у меня помощники, блядь. Она бывает добрая, злая, веселая, грустная. В общем, она очень живой человек с кучей разных настроений. И этим самым, на самом деле, она очень серьезно нас заряжает на то, чтобы мы, скажем так, не закисали. Сами были живыми и тоже разными. Прикинь, блядь! Это очень интересный человек. То есть в ней многое сочетается несочетаемого. Но это даже словами не описать на самом деле. Можно показать? Странная. Как ребенок, необычная, непредсказуемая, с постоянными сменами настроения. Женщина. Вот. С ней непросто. Но
интересно и весело. Не дает заскучать. Это точно. Боюсь вас. Меня? Все лысый, а что, кажется, уже уволен, да? Наргиз неповторимая, удивительная женщина. Она очень такая глубокая. Красивая. Шикарная, я считаю. Эпатажная, шикарная, эмоциональная. Ну, все те качества, которые необходимы артисту. Даже более того, зажигательная. Это все-таки звезда мирового уровня. Максичка, Женственная, я сейчас в зал выйду, посмотрю. За меня поставь. добрая, строгая и справедливая. Хорошая. Наверное. Наверное. Не знаю. Чувственная. Она очень тонко чувствует. Спасибо большое. Она очень требовательная, очень ответственная, очень ранимая. Вот. И она всех любит. Здравствуйте. Добрый день. Пиписи мои любимые, пиписи. Здрасте. Люблю. Я вот люблю каждого из них просто. Очень. Мои ребятки – это моя семья прежде всего. Вот. Потому что у нас нет с ними абсолютно никакого разделения. Вот. Я продолжение их, они продолжение меня. И почему семья? Потому что, мы, собственно, уже 5 лет неразлучны. Постоянно вместе. День в день. У нас там только периоды бывают по я не знаю, день-два, может быть. Так, в основном мы все время вместе. И я, наверное, я не знаю, я просто слышала очень много каких-то странных историй. Для меня они лично странные, потому что какие-то коллективы ездят отдельно, там артисты, предположим, отдельно, музыканты могут там с собой друг с другом не общаться годами, ненавидеть, драться, ругаться. А каким образом в таком случае можно творить музыку, если в таком состоянии находятся люди? Каждый человек в моем коллективе – это вот моя рука, нога, голова, ухо, нос, то есть без какой-либо части тела мой весь организм не полноценный просто. Вот эти замечательные люди помогают мне абсолютно во всем. Я их продолжение, они мое. Время, проведенное вместе, всем доставляет огромное удовольствие. И тогда, естественно, на сцене происходит полная гармония, и тогда можно говорить о созидании. Мне кажется, что в коллективах иначе по-другому быть не может просто. Мои поклонники, мой зритель. Вот они и являются главными и единственными режиссерами моего представления. Независимо от возраста, менталитета, цвета кожи, этнической принадлежности, именно они способны дать четкое определение, верить или нет. Так как при работе на сцене я считаю, что это главное. И часто мне задают такой вопрос, как в чем ключ к успеху? Я отвечаю, собственно, одно и то же, что не существует никаких мудренных, секретных формул, если твое истинное предназначение быть артистом. Мне бы очень хотелось, чтобы сегодняшний вечер был такой горячий, добрый, вечеринный. Если выходить на сцену, ты должен быть абсолютно честен и говорить только правду с нее. И тогда, возможно, тебе и поверят. И если какие-то сомнения в этом, то мне кажется, что вообще не стоит делать вот такой вот смелый шаг, как
выходить на сцену и называть себя артистом. Итак, любовь! На самом деле состояние зрителя, я сейчас говорю сугубо о себе, в момент моего выступления, зависит только от меня. И ни от кого больше, потому что есть вот такое среди артистов, среди многих людей, работающих на сцене, такое выражение, как плохой зритель, хороший зритель. Я совершенно не согласна с этим, такого быть не может. И то есть как ты этот зритель настроишь с самого начала, и как ты сможешь сделать так, чтобы они находились с тобой в полной гармонии, так и будет проходить спектакль, либо концерт, либо вообще какое-то действо. Скажу о том, что категорически, конечно, отказываюсь и против вообще того, чтобы выходить на сцену изнеможденным и усталым, потому что это в первую очередь, конечно, огромное неуважение по отношению к самому зрителю. Всегда нужно выходить на сцену тогда, когда ты полностью окрылен, и твое творчество, оно просто не выжимается по капельке, а оно льется. Спасибо. Спасибо, это мои поклонники. Это наргизовцы. Ну и, Спасибо. конечно же, судить меня, не осуждать, судить. Спасибо большое. Меня Спасибо. позволено только очень близким людям, таким как мои дети, моя мама и, конечно же, в первую очередь мой зритель. Это единственные люди, которые могут судить, ибо все, что я творю, я делаю только для них. Если они мне верят, и если сегодня они приходят ко мне на наши действия, если они внимательно слушают меня, если они плачут вместе со мной и проживают со мной абсолютно все те же самые эмоции, значит, наверное, я все же добилась чего-то в этой жизни, потому что главная моя цель все же не деньги. Главная моя цель – это творчество, и служить я ему готова верой и правдой до конца своих дней. Я знаю четко для себя одно, что я не могу останавливаться и что-то делать очень маленькими шажками, не пытаться угодить модным направлениям и стилям, ну и, естественно, не ограничивать себя просто выпуском новых треков, клипов или альбомов только потому, что я являюсь певицей. Сценические действия не имеют никаких границ и каких-либо правил. Да и жанров, собственно, тоже. Я и моя команда, мы всегда готовы для новых каких-то интересных экспериментов. Я ей на самом деле желаю еще большего успеха, чем он сейчас есть. Вот, хочется, чтобы просто это приумножилось. Больше коллабораций со звездами, независимыми звездами мировыми. И больше премьер, клипов. Я бы пожелал, чтобы каждый концерт был чем-то значимым, а не просто проходным каким-то мероприятием. Больше самовыражаться я бы пожелал. А тут что пожелать? Тут только можно пожелать творческого развития, чтобы прийти и увидеть стадион, который будет битком. Тут только в этом цель. К этому же все стремятся, чтобы их признали. А по-другому смысла-то нет никакого заниматься. Просто сесть там что-то для себя ковырять. Можно там пластилин купить и дома его ковырять. А так, вот же оно. Вот к чему надо идти, ездить по миру, показывать. Я не могу сказать вам определенно о том, что у нас планируется и что у нас готовится. Естественно, всегда планируется и всегда готовится. Естественно, это будут новые какие-то треки, новые музыкальные произведения. Но все это будет, конечно, не просто вышел, спел и зашел за кулисы. То есть все это будет подкрепляться каким-то интересным действием. И происходить все это будет, наверное, тоже
не только в каких-то залах. Тем более мне стало немножечко тесно в тех местах, где люди сидят. Мне все же хотелось, чтобы люди могли смотреть все вот это действие стоя, потому что сейчас вот говоря о планах на будущее, у меня есть некие задумки, и мне бы очень хотелось, чтобы этот зритель, эти люди, мои дорогие люди, приходили и вместе с нами погружались вот в эту самую атмосферу, чтобы каждый из них не чувствовал совершенно себя просто пришедшим зрителем, купивший билет на концерт. Вот. Так что планы у нас самые-самые, что ни на есть, грандиозные в плане того, что мы идем и готовы идти всегда вперед, вверх, смываться, творить, созидать и все это, конечно, подкреплять громадной вселенской любовью. Все мое детство ощущалось все на большой сцене. Это вот мечта всей моей жизни. Но если только это можно каким-то образом сопоставить с оргазмом, то, наверное, да, вот так и есть. Это невероятный какой-то прилив, совершенно какой-то иной энергии, такое ощущение, что отключаешься вообще от земли, подключаешься там куда-то неизвестно куда, даже не могу сказать куда, потому что определенного такого вот какого-то объяснения я не могу найти, честно говоря, до сих пор. Это эйфория, но не знаю, в 10-кратном каком-то размере. Концерт закончился. Все прошло, говорят, удачно. Бывает лучше, хочется, чтобы всегда было идеально, но не получается. Но было весело, хорошо, мне кажется. Ничего себе, меня в кино показывают. Вот и все. Класс, стоп. Фух, блин.